1977 год стал годом, когда астрономы поймали необычный радиосигнал из далекого космоса, известный как сигнал «Вау». Зафиксированный в созвездии Стрельца, он длился всего 72 секунды, но оставил после себя море вопросов. Этот сигнал не был звуком в привычном смысле, ведь в космическом вакууме звук не распространяется через отсутствие среды для передачи волны. Вместо этого это был радиосигнал, который ученые затем преобразовали в слышимый нам звук. Вау! Сигнал вызвал множество гипотез. Некоторые считают, что он может быть естественным астрономическим феноменом, возможно, связанным с космическим излучением или звездной активностью. Другие высказывают смелые предположения о возможности его искусственного происхождения, не исключая внеземные цивилизации. Хотя сигнал так и не повторился, ученые продолжают изучать его природу, надеясь найти разгадку в необъятных просторах галактики. Эти преобразованные колебания и радиоволны, подобно транскрипциям тихой музыки Вселенной, становятся для нас звуком. Они помогают нащупать пути понимания тех загадок, что Вселенная лишь начинает нам приоткрывать. Как оказалось, подобные сигналы — не единичный случай. Следующей остановкой на пути познания станут невероятные открытия, которые связывают звездное небо с привычными ритмами нашего мира. Пульсары. Необычные космические объекты открыты в 1967 году. Они представляют собой вращающиеся нейтронные звезды, которые излучают мощные пучки электромагнитного излучения из своих магнитных полюсов. Это излучение напоминает свет маяка и создает регулярные импульсы, когда пульсар повернут к наблюдателю. Не все пульсары излучают радиоволны, некоторые испускают в рентгеновском и гамма-диапазонах. Из-за своей высокой стабильности и предсказуемости такие сигналы позволили ученым использовать пульсары как космические маяки. Их периодичность, колеблющаяся от тысячных долей секунды до нескольких секунд, позволяет ученым чрезвычайно точно измерять время, что даже находит применение в создании астрономических часов. В момент их обнаружения астрономы считали, что могли заглянуть в эфир внеземных цивилизаций, хотя вскоре эта гипотеза была отклонена обнаружением природы этих космических маяков, остатков взрыва сверхновых звезд. И пока пульсары продолжают удивлять своими характеристиками, космос предлагает еще более удивительные феномены. Как насчет объектов, которые, подобно молчаливым гигантам, скрываются в темных уголках Вселенной, оставляя лишь туманные намеки о своем существовании? Черные дыры, эти загадочные и мощные объекты, вот уже много лет приковывают внимание ученых. Однако, когда мы говорим о звуках черных дыр, следует сразу уточнить, это не классические акустические явления. Вакуум космоса не передает звук, как мы к нему привыкли. Вместо этого ученые преобразуют гравитационные волны и электромагнитные сигналы в доступные для нас звуковые интерпретации. Когда две черные дыры сталкиваются, они создают гравитационные волны, невидимые колебания в тканях пространства-времени. Эти волны усиливаются по мере приближения объектов друг к другу, производя характерные чирп-сигналы, которые ученые, используя специальные технологии, преобразуют в аудиофайлы. Аккреционный диск, окружающий черную дыру, представляет собой кольцо раскаленной материи, падающей в нее с невероятными скоростями. Исследования показывают, что излучение этого диска может быть преобразовано в звуковые файлы, которые мы можем слышать. Но важно знать, что это не настоящий звук, а аудиальная интерпретация, созданная для нашего приложения. Эти преобразованные сигналы позволяют глубже понять процессы, происходящие вблизи черных дыр, даря нам возможность услышать космос. И несмотря на глубокое восхищение, которое они вызывают, тайны черных дыр еще далеки от разгадки. Следуйте за нами дальше, ведь впереди нас ждут не менее захватывающие загадки, которые просочились из солнечных наших ворот. Проксима Центавра, ближайшая к нам звезда, стала центром внимания в 2019 году, когда радиотелескоп Паркес зафиксировал загадочный сигнал. Этот сигнал, обозначенный как BLC-1, был пойман в рамках инициативы Breakthrough Listen, амбициозного проекта, исследующего космическое пространство на наличие техносигнатур. Сигнал BLC-1 выделяется особо узкой полосой частот, что вызвало бурные споры среди ученых и породило различные гипотезы о его происхождении. Однако пока что большинство специалистов склоняются к мнению, что он имеет антропогенную природу, то есть связан с воздействием земных технологий.
Проксиме Центавра свойственны собственные природные явления, но связь с этой звездной системой исключена на основании анализа данных. Стоит подчеркнуть, что звезда сама по себе не излучает звуки. То, что мы фиксируем, это радиоволны, которые после преобразования люди могут интерпретировать как сигналы. Поскольку тщательный разбор данных не подтвердил внеземного происхождения BLC-1, ученые проявляют осторожность, рассуждая о его возможной техносигнатуре. Несмотря на скептические выводы, астрономы продолжают прислушиваться к небу в надежде обнаружить настоящий намек на инопланетные цивилизации. Иногда поиски ответа на один вопрос порождают новые загадки, которые вдохновляют на дальнейшие исследования. Давайте переведем наше внимание к еще одному феномену, который скрывает в себе глобальные тайны необъятной Вселенной. Современные исследования открыли завесу над одним из самых загадочных явлений в астрономии — космическим гулом. Это низкочастотное пение связано с гравитационными волнами, которые проносятся сквозь ткань пространства-времени. Эти величественные вибрации возникают при слиянии сверхмассивных черных дыр, когда огромные массы сталкиваются, создавая пульсации, которые ученые постепенно научились фиксировать. Серьезные доказательства существования этого гула пришли в последнее десятилетие, когда удалось использовать миллисекундные пульсары и радиотелескопы для его установки. Именно так ученые впервые смогли увидеть, как эта космическая мелодия проникает в нашу реальность. Это открытие стимулировало развитие астрофизики, придав новое направление исследованиям гравитационной астрономии. Важно разграничить космический гул как гравитационные волны от шума межзвездного пространства, который фиксировал Voyager 1. Последний улавливает плазменные волны в межзвездном газе, окружающем нашу Солнечную систему, причем такой гул ограничивается лишь локальными явлениями, а не всем космосом в целом. Научные исследования продолжаются, а межзвездное пространство все еще полнится таинственными мелодиями, которые еще предстоит разгадать. Наши постоянные поиски во Вселенной открывают путь к новым открытиям, которые, кто знает, могут привести нас к пониманию еще более удивительных феноменов космоса. В следующем шаге мы вновь обратим взгляд к знакомым небесным явлениям, которые подарят еще больше интересных и загадочных открытий. Магнитные бури — это захватывающие и мощные явления, возникающие в результате взаимодействия потоков заряженных частиц солнечного ветра и выбросов корональной массы с магнитосферой Земли. Эти частицы, ускоренные в процессе солнечной активности и исходящие из активных областей Солнца, способны вызывать впечатляющие ауроры и создают особые электромагнитные колебания в земной магнитосфере. Магнитосфера Земли формируется благодаря ее собственному магнитному полю, генерируемому токами в жидком внешнем ядре, находящемся на глубине около 3000 миль под земной поверхностью. Это защитное поле ощутимо реагирует на изменения космической погоды, порождая волны, которые ученые фиксируют и переводят в звуковой диапазон. Непосредственно звуков в космосе нет, ведь вакуум не передает звук, как на Земле. Исследователи пользуются передовыми технологиями, чтобы преобразовывать измеренные электрические и магнитные колебания в звуки слышимостью для человека. Эти мелодии могут быть удивительно разнообразными, варьируясь от низкочастотных гудений до своеобразных шуршаний, и каждая буря обладает своим уникальным звучанием. Изучение этих преобразованных звуков позволяет ученым глубже понимать как локальные, так и глобальные процессы в пределах Солнечной системы. Это способствует развитию методов защиты наших технологических систем от космических воздействий. Обращаясь дальше в зону межпланетных взаимодействий, продолжаем исследовать удивительные явления, происходящие на границе нашей планетарной территории и за ее пределами. В далеких просторах Вселенной скрываются явления, приковывающие внимание ученых и обывателей. Одно из них — быстрые радиовсплески. Это стремительные импульсы радиоволн, длительность которых составляет 1/1000 долю секунды. Однако эти необыкновенно короткие сигналы излучают энергию, сравнимую с тем, что нашему Солнцу потребовалось бы несколько дней для производства. Интерес вызывает источники этих загадочных всплесков. Ведущая гипотеза связана с магнитарами, нейтронными звездами с мощными магнитными полями. Их невероятные вспышки могут быть ответственны за эти удивительные явления. Рассмотренные ранее теории с коллапсом нейтронных звезд и активностью черных дыр пока не нашли подтверждения в научной среде.
Эта идея кажется все более убедительной, когда анализируются неподверженные объяснения, которые космос нам диктует. Среди мириад вопросов важно помнить, что звуки в космосе, о которых так часто говорят, это преобразованные электромагнитные колебания или плазменные волны. В вакууме космоса звук, каким мы его знаем, не может распространяться. Ученые используют технологию, чтобы мы могли услышать эти явления в форме, доступной нашему восприятию. И хотя мир все еще активно ищет внеземные сообщения, на данный момент подтвержденных научных данных об их приеме нет. Все подобные сигналы остаются в поле гипотезы и невероятного ожидания. Наша Вселенная полна загадок, и каждое новое открытие приближает нас к более глубокому пониманию космоса. А впереди новые теории и технологии, которые обещают осветить еще больше таинственных глубин, ожидающих своего часа для разгадки. Космос, его загадки и тайны становятся первоочередной задачей для многих ученых, особенно когда речь идет о теории, что внеземные цивилизации пытаются общаться с нами. В 1977 году астроном Джерри Эйхер зафиксировал радиосигнал «Вау», который до сих пор остается одной из самых обсуждаемых загадок в астрономии. Несмотря на отсутствие доказательств его искусственного происхождения, этот сигнал по-прежнему привлекает внимание всех, кто интересуется внеземными цивилизациями. Интерес не утихает, ведь конспирологические версии часто предлагают причудливые сценарии, такие как скрытие правительствами контакта с инопланетянами. Хотя эти версии не подтверждены научно, астрономы и космические агентства, такие как НАСА, продолжают открыто публиковать все данные, полученные телескопами и аппаратами. Быстрые радиовсплески, настоящие астрономические загадки показывают, как далеко может зайти наше воображение. При том, что наука всегда стремится объяснить их естественными процессами, некоторые все же допускают, что они могут быть чем-то большим, чем просто астрономическое явление. Это подливает масла в огонь теорий о возможных межзвездных коммуникациях. И в то время как ученые продолжают погружаться в поиски разумных сигналов, используя передовые технологии, приходится согласиться с фактом. Наша тяга к исследованию не остается ограниченной Землей. Космические миссии распространяют знания о том, как мало мы еще знаем о Вселенной. А кто знает, возможно, однажды мы действительно услышим сигнал из глубин космоса, который изменит наше понимание о себе и о других мирах. Впереди новые горизонты, обещающие открытия, которые могут пролить свет на эту таинственную тьму. На горизонте радиоастрономии вырисовывается крупнейший проект — массив квадратного километра, представляющий собой сеть из тысяч антенн. Этот проект, размах которого способен удивлять, обещает значительно повысить чувствительность к космическим радиосигналам. Машинное обучение и нейронные сети уже сейчас активно работают над обработкой огромных объемов данных, помогая ученым выявлять аномалии и техносигнатуры. Эти явления, интерпретированные как звуки космоса, это результат преобразования радиоволн в звуковую форму. Технологии не стоят на месте и продолжают развиваться, чтобы однажды мы могли уловить нечто великое из глубин Вселенной. И пока мы удивляемся их возможностям по мере наращивания мощности и увеличения числа антенн, можно только предположить, какие удивительные открытия ждут впереди. За пределами видимого и слышимого спрятаны настоящие космические загадки, которые однажды будут раскрыты перед нашими глазами и ушами. Радиотелескопы, являясь незаменимыми инструментами в современной астрономии, позволяют ученым заглянуть в глубины космоса благодаря улавливанию радиоволн. Важно понимать, что радиоволны — это часть электромагнитного спектра и не имеют ничего общего со звуком, который привычен нашему слуху. Эти сигналы отдаленных объектов преобразуются учеными в визуальные и аудиальные формы для удобства анализа и понимания. С помощью радиотелескопов был сделан ряд важных открытий, в том числе обнаружены пульсары, вращающиеся нейтронные звезды, испускающие регулярные импульсы. Это открытие стало возможным благодаря способности радиотелескопов точно фиксировать излучение от таких объектов. Возможности радиотелескопов позволяют изучать структуры галактик и получать данные о параметрах излучения, связанных с объектами в звездных системах, однако проникновение в звездные системы следует понимать в переносном смысле. Научные проекты, такие как сети, активно используют радиотелескопы по всему миру, чтобы улавливать радиосигналы, потенциально указывающие на существование внеземных цивилизаций. Эти проекты применяют широкий спектр технологий и антенн, чтобы охватить максимальное количество частотных диапазонов и уголков космоса.
космоса. В России с 1989 года действует комплекс «Ратан-600», представляющий собой уникальную кольцевую систему радиотелескопов, собранную в Кавказских горах. Его диаметр составляет почти 600 метров, и его конструкция позволяет фиксировать мощные радиосигналы с далеких объектов. Работа радиотелескопов состоит в том, чтобы уловить электромагнитные волны в различных частотных диапазонах, что делает их одними из самых чувствительных и точных инструментов для астрономических исследований. Эти приборы не перестают удивлять своими возможностями, предоставляя нам бесценные данные о Вселенной, которую мы еще только начинаем постигать. Так, наш путь понимания космоса кинул мост к земным аналогам, искусственным звуковым интерпретациям радиосигналов, служащим маяком на пути новых открытий. Впереди нас ждет анализ этих звуков в нашей земной среде, где возможно сопоставление известных нам явлений с таинственным языком звезд. Звуки, которые мы слышим на Земле, и космические сигналы — это проявление удивительных явлений, каждая из которых имеет свои уникальные особенности. Начнем с земных аналогов. Сейсмические волны распространяются сквозь кору и мантию планеты, открывая тайны ее внутреннего строения. Подобно этому, дальние космические радиосигналы помогают ученым исследовать удаленные объекты и события, фиксируя изменения во Вселенной. Ключевое отличие заключается в природе этих явлений. Земные сейсмические волны вызываются колебаниями в материи из-за землетрясений и извержений вулканов. Их колебания записываются сейсмографами и дают жизненно важную информацию о структуре Земли, в то время как космические радиоволны проникают через вакуум, позволяя радиоастрономам с помощью специализированных приемников изучать загадочные феномены света, далеких звезд и галактик. Что касается наших попыток слышать шепот космоса, космическое микроволновое фоновое излучение КММИ, оставшееся от Большого взрыва, фиксируется как электромагнитное излучение на микроволновых частотах. Оно преобразовано в слышимые пределы нашего восприятия, помогая воображать, каким был ранний период Вселенной. Однако важно подчеркнуть, эти преобразования — искусственное представление, а не реальные звуки. Роль энтузиастов и любителей в космической науке действительно значима. Радиолюбители и энтузиасты астрономии используют доступное оборудование для улавливания радиосигналов и проведения собственных исследований. Их вклад часто оказывается бесценным, когда отменное внимание к мелочам и необычные подходы позволяют выйти за рамки стандартных научных течений. После суеты земного мира космос продолжает очаровывать нас своими загадками. Заглянув в будущее, мы будем исследовать, как накопленные данные и технологии продолжают приближаться к новым величайшим открытиям, о которых мы могли лишь мечтать. В мире радиоастрономии истинные открытия зачастую лежат за пределами огромных научных обсерваторий. Они находятся в руках радиолюбителей и энтузиастов, которые используют свои собственные инструменты, чтобы улавливать звуки из космического пространства. Радиоприемники, подобные SDR, позволяют им анализировать радиосигналы, помогая предварительно мониторить космос, подготавливая данные для профессионалов. Особое место занимают краудсорсинговые проекты, такие как SETI Home, дающие возможность сотням тысяч людей вносить вклад в поиск внеземных сигналов. Этот проект позволяет использовать вычислительные мощности домашних компьютеров для анализа данных. Развитие подобных инициатив иллюстрирует, как наука становится доступной каждому, а не только профессионалам с дорогими обсерваториями. Участие граждан в науке расширяет горизонты исследований, позволяя выявлять аномалии и помогать с классификацией данных. Хотя настоящие открытия требуют подтверждения станций обсерваториями, их вклад бесценен в расширении знаний. С развитием технологий, таких как простые телескопы и программное обеспечение с открытым исходным кодом, барьеры начинают исчезать. На горизонте уже взрываются новые возможности, которые меняют парадигму традиционной науки. Инновации и доступные технологии позволяют каждому стать частью глобального эксперимента. По мере того, как пространство становится доступнее, нас ожидают еще более интересные события и открытия, доказывающие, что увлечение и наука идут рука об руку в изучении звезд.